Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, и я путешествую по миру. И сейчас мы прилетели в Сан-Паулу, а сзади меня самая знаменитая улица Сан-Паулу – Авенида Паулиста. Сан-Паулу – это крупнейший город Бразилии, да и всего южного полушария, а также это главный финансовый, экономический и культурный центр Латинской Америки. Сан-Паулу редко выбирают ради самого города, сюда прилетают транзитом или по делам. Мы также несколько месяцев избегали Сан-Паулу и даже немного побаивались его. И это ошибка. Пусть здесь нет знаменитых бразильских пляжей и часто идут дожди, зато здесь богатая культурная жизнь, самая большая японская диаспора за пределами Японии и районы, которые ощущаются как отдельные маленькие страны внутри одного мегаполиса. Проспект Паулиста, с которого началось наше знакомство с городом, это главная улица, символ и визитная карточка Сан-Паулу. Это магистраль с небоскребами, музеями, культурными центрами и офисами международных корпораций. Лучше всего приходить сюда по воскресеньям и праздникам, ведь в эти дни автомобильное движение полностью перекрывают и проспект превращается в огромную пешеходную зону с уличными музыкантами, ярмарками, велосипедистами и артистами. А по будням это деловой центр Сан-Паулу. Конечно же, первым делом мы решили попробовать бразильское кофе, и не просто кофе, мы зашли в спешл кофейню и заказали целый ритуал кофе. Мы взяли попробовать, чем отличается спешлти кофе от обычного традиционного кофе. И второй вариант мы взяли попробовать обычное капучино и настоящее бразильское капучино. Нам принесли попробовать обычный кофе и спешлти кофе. И посмотрите, вот оно здесь даже выглядит по-разному. И вы не представляете, какой у него разный запах. Это просто такая параша на запах. Посмотрите, он даже выглядит, вот он как выглядит, а вот как выглядит спешлти кофе. Спешлти кофе нужно пробовать в разном температурном режиме, горячим, теплым и холодным, он по-разному будет раскрываться. А этот, как пошутил наш классный официант, попробуйте хотя бы хоть в каком виде, хоть чуть-чуть, хоть глоточек. From Хусе. I just know one word. It's спасибо. Спасибо. My version. Ну что, давайте попробуем. У него такая кислинка приятная, знаешь, никогда не сильно кислый, а такая легкая приятная кислинка. И вот у него в запахе есть эта кислинка. И она же ощущается. Этот видно, что он сейчас мне покрасит зубы жестко. Ну да, это вообще жесть, это невозможно пить, это просто жесть, это хочется выплюнуть. Вот смотри, оно даже как на кружке. Ну, грязная. Да, оно прямо вот как бы морает ее, а вот это вот так не делает. My right I have Italian cappuccino, and my left I have a Brazilian cappuccino. Okay. Here we have the same coffee, the same milk, but different techniques. And the Italian, I have a steamed milk because I use the 68 the temperature for to retain, responsibly for more cremosity taste and more sweet taste too. And here we have the chocolate, the cinnamon milk, but not with the boiled milk. I passed the 72, the temperature, and then I broke, you can see it's slow the cremosity. Try first the Italian, then you drink the Brazilian. Just go back in the Italian for see the big difference. Just take care of the Brazilian because it's very, very hot, okay? Абригада. Что он нам рассказал? Итальянское капучино готовится на более низких температурах, бразильское капучино готовится на кипящем молоке. В итальянском капучино они стараются сохранить максимально сам кофе, здесь они делают чисто по кайфу. Здесь шоколад и различные сладкие штуки, здесь шоколада и вот этого всего сладкого нету, сладость раскрывается уже просто в процессе как бы готовки этого кофе за счет молока. Так как разница температур огромная, бразильское капучино очень-очень горячее, сперва нужно пробовать итальянское, потому что у него температура гораздо ниже, чем у бразильского. Ну, в общем, с него и начнем. Сами зерна, я так надеюсь, тоже будут нормальные, они вот из такого нам сделали. А вот бразильское, я подозреваю, что будет вот из такого. Хотя я надеюсь, они не будут над нами так сильно издеваться. По мне так здесь очень мало кофе и много молока, даже в итальянском. Но да, оно ниже намного температурой. Попробую глотнуть бразильское. У него, кстати, приятный аромат из-за того, что они сюда добавили корицы, канеллы. Слушай, мне кажется, оно вообще очень сильно похоже. Просто да, здесь добавлены всякие посыпки. Мы сейчас допьем это кофе и отправимся гулять по району. Район Пиньерус – это главный хипстерский и гастрономический центр города. Здесь много творческой молодежи, туристов и ценителей хорошей кухни. Район усыпан спешлти кофейнями, пекарнями и крафтовыми барами. На районе много независимых художественных галерей, дизайнерских шоурумов, книжных магазинов и винтажных рынков. Именно
Именно здесь находится знаменитый переулок граффити, переулок Бэтмена, где постоянно обновляются работы лучших стрит-арт-художников Бразилии и мира. Название появилось в 1980-х годах, когда на одной из заброшенных стен переулка кто-то нарисовал силуэт Бэтмена в стиле классических комиксов. Это привлекло внимание студентов-художников из местного университета, которые начали добавлять вокруг и свои рисунки. Это отличное место для фотосессий и прогулок. В самом переулке и вокруг него открыты небольшие независимые галереи современного искусства, дизайнерские лавки, уютные кофейни и бары. А по субботам и воскресеньям здесь особенно оживленно. Работают ремесленные ярмарки и играют уличные музыканты. Мы переместились в совершенно другой район, и несмотря на то, что он относительно недалеко от Пайнейроса, в котором мы были, здесь намного тише, здесь более широкие тротуары, здесь уже все так дорого, богато. Чем-то мне напоминает Палермо в Буэнос-Айресе. Вообще очень интересно, Сан-Паулу мне напоминает сразу множество городов. Он похож местами то на один город, то на другой город, и меня постоянно переносит в определенный город в зависимости от района и улицы, в котором мы находимся. Сейчас здесь проходим какое-то кафе, здесь прямо очень большая очередь, очень много людей, наверное, какой-то хороший ресторан. Жардинс – один из самых модных и безопасных районов Сан-Паулу. Здесь много зелени и тенистых деревьев. Здесь же сердце шопинга Сан-Паулу. Множество концепт-сторов бразильских дизайнеров, ювелирные дома и стильные кафе. Жардинс – один из наиболее благополучных районов этого мегаполиса. Много частной охраны и патрулирования улиц. Благодаря этому здесь можно комфортно прогуливаться пешком, параллельно заглядывая в магазины и кафе, чем мы и занимались. Заглянули в один из самых модных книжных магазинов Сан-Паулу. Его филиалы есть в нескольких районах города. Я очень люблю книжные магазины в разных странах. Здесь, кстати, можно не только купить книги, но и выпить кофе со знаменитыми аргентинскими эмпанадос. При магазине работает кафетерий. Мы перекусывать не стали, а сходили в местное модное кафе на бранч и чашечку хорошего капучино. В районе Жардин есть еще очень интересный супермаркет. Будучи в районе Жардин, мы зашли в супермаркет, закупились немножко продуктов, и на втором этаже расположена кофейня, где можно попробовать кофе. Мы взяли кофе, ждем, когда нам его приготовят. В общем, попробовали мы это кофе. Здесь вообще кофейня, и вокруг этой кофейни они продают там кофе, чаи. Именно это кофе они заваривают. Мы его попробовали, оно нам понравилось, и мы его возьмем домой. Говорят, в Бразилии очень трудно найти хорошее кофе, но это на самом деле не так. Мы все, что брали, выбирали. Нам понравилось. Наверное, если в какие-то просто локальные кафешки заходить, кофейни, то там, наверное, да, будет вот это бразильское кофезинье, но при этом очень много здесь нормальных кофеен и тем более зерен. Смотрите, какие-то древние весы. Испив кофеек, мы отправились в еще один удивительный район Сан-Паулу. Добро пожаловать в Японию, ой, в Сан-Паулу, в район Либердаджи. Это японский квартал, где проживает самая большая диаспора японцев за пределами Японии в мире. И сегодня мы погуляем с вами по этому району. Район Либердаджи образовался в начале 20 века, когда прибыл первый корабль с японскими иммигрантами для работы на кофейных плантациях. Со временем многие из них переселились в Сан-Паулу и обосновались в этом районе, сформировав свою культурную среду. Сегодня здесь по-прежнему живут многочисленные общины из Японии, Китая, Кореи и Вьетнама. Улицы района украшены традиционными красными японскими фонарями, а на въезде установлены огромные красные ворота Тории, которые отмечают вход в азиатский квартал. Район считается одним из главных кулинарных центров города. Здесь сотни аутентичных суши-баров, заведений японской, корейской и китайских кухонь. Мы не могли пройти мимо и не зайти в одно из этих заведений. Мы хотели пообедать, конечно же, в раменной, но у нас не получилось, потому что есть одна легендарная раменная в Сан-Паулу, которая
работает с очень-очень давнишнего года. Так вот, в нее очередь, которая будет длиться в среднем 50 минут. И это мы приехали почти к открытию. Открытие у нее в 11, а время 11:23. И уже очередь на 50 минут. Но не беда. Здесь есть еще две очень хороших раменных. И мы сейчас идем в одну из них. Пришли в другую раменную, она называется Казу рамен. Здесь она пишется ламен. Вроде бы оно так и называется, именно ламен, а не рамен. Но это не точно, возможно, это португальский вариант. Очередь занимается электронно. Вам нужно просканировать QR-код и заполнить там такую анкетку, и вам пишет, через сколько будет ваша очередь. Еду приносят очень быстро, но, собственно, это потому что и рассчитано как такое быстрое питание. Мне кажется, сродни столовой какой-то. Я заказала себе мисо рамен вегетарианский. Кирилл себе взял традиционный не мисо, а ши вроде бы он называется. И добавили туда в каждое яйцо. Они очень большие, просто огромные. Мы до этого поели гёдза. Гёдза, кстати, были восхитительные, классные. Порой даже в Азии не везде такие вкусные. Сейчас попробуем, как будет рамен. Бульончик мне нравится. Он горяченький. Респект, что они делают вегетарианский вариант, который по вкусу ничем не хуже. Я, конечно, не знаю, может, они варят все равно на бульоне курином, не знаю каком. Я не какая-то строгая вегетарианка, я просто не люблю свинину. Поэтому предпочитаю между свининой и тофу есть тофу. Удивительно, для вегетарианского он прям насыщенный, говорю, либо они варят все равно на каком-то бульоне его, на мясном, ну, либо они прям мастера. Может, просто масло сюда добавляют. В некоторые же рамены специально масло сливочное добавляют. Помнишь, мы с тобой блюминау ели? Вот такой стоит 60. Твой сколько стоит, не помнишь? 50. Нормально. По выходным на центральной площади Либердаджи проходит знаменитая ярмарка. Здесь готовят азиатскую уличную еду, а также продают сувениры и азиатские товары. Здесь же расположены крупные специализированные супермаркеты, где можно найти азиатские продукты, соусы, сладости и ингредиенты для восточной кухни. Здесь множество магазинов с аниме-атрибутикой, мангой, корейской косметикой и традиционной посудой. Сюда лучше всего приходить в первой половине дня. В выходные здесь особенно многолюдно. Район Либердаджи граничит с историческим центром города, поэтому здесь стоит соблюдать бдительность и следить за личными вещами и мобильным телефоном. Легал. Я себе взяла колечко, браслетик и сейчас еще чокер вот такой. Ручная работа, между прочим. Вот этими вот руками. Да. Мы добрались до самого главного парка в Сан-Паулу, парк Ибикуэра. Нет, неверно? Ибирапуэра. У меня с названиями очень сложно. Кирилл, скажи еще раз, как парк называется? Парк Ибирапуэра. В общем, уже с первого взгляда мне нравится. Здесь продают кокосики. Погодка солнечная, очень много бегунов. Единственное, как и везде в Бразилии, как-то довольно тесно. Очень мало пространства для такого большого количества людей. Парк этот очень-очень большой, где-то, наверное, на полцентра города, прямо как Центральный парк в Нью-Йорке. Но это не точно, ведь мы не были в Центральном парке Нью-Йорка, да, Кирилл? В общем, погуляем, посмотрим, что есть в этом парке, покажем его вам. Не успели зайти в парк, как решили взять, конечно же, асаи. У них здесь есть прикольная вот такая вот бессахарная. Мы решили взять ее. О, здесь еще вот такие всякие штуки с протеином. Смотри, 14 грамм протеина вот в этой штуке. Парк Ибирапуэра – главный городской парк Сан-Паулу, один из крупнейших и самых известных парков в Латинской Америке. Парк хорошо охраняется и огорожен по периметру, поэтому считается одной из самых безопасных и комфортных зон для прогулок в Сан-Паулу. В парке проложены километры дорожек для бега
бега и велосипедистов. Здесь расположены живописные озера, спортивные площадки, зоны для пикника и отдыха под тенистыми деревьями. На территории парка и рядом с ним находятся важные музеи города, такие как Музей современного искусства, музей, посвященный истории и культуре афро-бразильцев, и японский павильон. В музее мы не ходили, зато погуляли по самому парку, после чего отправились на ужин в традиционный бразильский ресторан-буфет, который работает по принципу «все включено». Огромный шведский стол и бесконечная подача свежепожаренного мяса прямо с вертела. В Бразилии шведские столы возведены просто в абсолют. У меня уже текут слюнки, а нам еще не принесли главное блюдо. Мы пришли в популярный сетевой ресторан в Бразилии. Там вот сзади у нас отличный салат-бар. Он работает в формате шведского стола, то есть вы берете все, что вы хотите в неограниченном количестве. Обычно он не очень такой хороший, а здесь прямо очень классные продукты. Также нам принесли сырный хлеб, конечно же. Ну, собственно, вот кусок мяса. Это филе миньон. Сейчас будем пробовать. Я у Кирилла вот там вот попробовала франдилья. В общем, франдилья. Мне показалось, что она не очень, если честно. Ну, я не особо разбираюсь. Но здесь как будто бы она не до конца приготовленная. Она сочная, но соли до хера. Они все пересаливают. На этом наше первое путешествие по Бразилии и по Южной Америке подошло к концу. Только по Бразилии я сняла 3 больших выпуска. Мы побывали в Куричибе, Фос-Игуасу, Флорианополисе, Блюменау, Громаду и прокатились по винному региону Серра-Гауша. Из 3 стран Южной Америки, где мы были, Бразилия оказалась самой комфортной, приятной и понравилась больше всего. Мы сюда еще обязательно вернемся, чтобы посмотреть другие регионы этой огромной страны. Напоследок мы заселились в приятный отель с очень большой территорией прямо возле аэропорта. Вот такое жилье в Сан-Паулу мне, конечно, очень даже нравится. Отель, слушайте, просто невероятный. Здесь такая классная территория, так много различных площадок, бассейн, гамаки, какой-то сад здесь у них растет, зелень. Последние 2 дня проводим в такой атмосферке. У нас был тариф полного пансионата с отличным буфетом 3 раза в день. Самое то, чтобы подготовиться к трудному перелету. А нас ждал очень длительный перелет на другой конец земли. Но об этом в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Всем пока!